Сегодня Господь положил мне на сердце поделиться с вами на тему о единстве детей Божьих. В наши дни мы много слышим и читаем о необходимости единства верующих. И в некоторых кругах этот дух единства действительно проявляется, за что мы славим и благодарим Господа. Как хорошо и приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки, говорит псалмопевец Давид. Да, только там, где единство и любовь между братьями, может Господь изливать свое благословение. Читая Евангелие, мы узнаем, что сам Иисус молится об этом в своей первосвященнической молитве. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Возлюбленные, мы никогда не убедим мир в том, что Христос пришел взыскать и спасти грешников, если мы, Его дети, не проявляем единства и любви между собою. Тактика лукавого всегда «разделяй и царствуй». Он отлично знает, что где несогласие, раздоры и распри, там дело Божие терпит поражение. О, не дай Бог, чтобы о нас сказали, что тот или иной не принял истину из-за того, что видел в нас противоречие. Христос говорит, лучше было бы ему, если мельничный жорнов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. В нашей сегодняшней беседе на основании Слова Божия, записанное в послании к филиппийцам, я хочу вкратце коснуться некоторых качеств и сторон жизни верующих, имеющих прямое отношение к единству. А это страдание, стойкость, смирение, старание и самоотверженность. Верующие филиппийской церкви были под тяжелой атакой дьявола. Их преследовали враги Евангелия Иисуса Христа. И они были в недоумении, не зная, что делать. По-видимому, они написали письмо Павлу, жалуясь ему на свою участь. И в ответ он им говорит: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И теперь слушайте внимательно. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийские верующие отлично знали, что спасение – дар Божий, что ради Христа им дано веровать в Него. Это они знали. Но что им также придется страдать ради Христа, это для них, по-видимому, было что-то новое. Не страшитесь, не падайте духом из-за того, что вы попали в неприятные обстоятельства. Будьте стойки, ибо сие от Бога. Произошло оно не без ведения Божия. Ему это известно, и Он не допустит быть искушаемым более, чем вы в состоянии выдержать. Враг ничего вам не может сделать без разрешения Господня. Апостол Павел больше боялся внутреннего врага, который терзал церковь изнутри, нежели того, который преследовал их извне. О внешнем враге он говорит «сие от Бога». Почему? Потому что для вас, говорит он, это спасение, а для противников предзнаменование погибели. История церкви доказывает, что гонения и преследования всегда укрепляли церковь. Чем больше она была гонима, тем больше она очищалась и делалась сильнее. Чем больше запрещали апостолам и издевались над ними, тем больше они радовались, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. И сказано, что всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И затем мы читаем, что Слово Божие, несмотря на все, росло, и число учеников весьма умножилось. Да, преследование очищает церковь от неверных и лицемеров и объединяют истинных детей Божьих.
Потому Павел и пишет филиппийцам: «Не страшитесь ни в чем противников, для вас это спасение». В семействе могут возникнуть всякого рода разногласия, но пусть враг нападет на этот дом, и все истинные члены семьи встанут стеной против противника. Второе, что необходимо для единства верующих, это стойкость. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Единство детей Божьих не зависит от молитвенных домов, союзов или организаций, так как любовь и единство семейства не зависят от постройки и структуры дома, в котором они живут. Единство зависит от взаимной любви и уважения друг к другу, от сострадания и сочувствия к нуждам брата своего и от покорности авторитету Слова Божьего. Как нам уже известно, апостол Павел в своем послании к филиппийцам много упоминает о своей радости. Но тут он как будто дает намек, что одного только недоставало, чтобы чаша его была преисполнена. «О, филиппийцы, вы можете дополнить мою радость, имея одни мысли, имея одну любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Этим дополните мою радость». Иными словами, когда я услышу, что между вами согласие, что у вас полное единство, тогда чаша моя будет преисполнена. Дорогие братья и сестры, дополним чашу радости нашего дорогого Спасителя, который пролил свою драгоценную кровь для нашего спасения. Слово «единодушно» можно перевести с греческого «душевная гармония». Представьте себе такой оркестр, в котором каждый музыкант начал бы играть по-своему, как кому захотелось, без нот и вдобавок каждый другую мелодию. В результате был бы полный хаос. Но оркестр, который играет по нотам и в один такт, следуя за регентом, дает наслаждение слушателям. Члены Церкви Христовой, подобно оркестру, призваны к единству и гармонии, чтобы воистину прославить Иисуса Христа. Братья и сестры, к этому именно, к этой гармонии призваны все мы. Однажды я зашел в один большой часовой магазин в Швейцарии, где на стенах висели, по крайней мере, 100 различных часов. Первое, что я заметил, было то, что все они били в один удар и указывали с точностью одно и то же время. Я спросил часовщика, много ли ему нужно времени, чтобы направлять эти часы, чтобы они все так точно шли. «Да», — сказал он, — «вначале мне нужно было потратить много времени, чтобы их урегулировать, а теперь мне нужно лишь следить, и когда я замечаю малейшую неточность, то сразу же поправляю ее». Выходя из магазина, я посмотрел на один из этих многих часов и поставил свои согласно им, зная, что они, как и все остальные в этом магазине, укажут правильное время. Дорогие братья и сестры, спросим себя сегодня, что указывает наша жизнь окружающим нас людям, не знающим Господа? Могут ли неверующие, которые приходят на наши собрания, выйдя от нас, сказать, что действительно это люди прославляют своего Спасителя единством и любовью между собою? Бьют ли наши часы в один такт? Или есть среди нас разногласия, ссоры и распри? Дадим нашему небесному часовщику урегулировать наш духовный механизм, чтобы воистину жизнь и поведение наше соответствовали нашему свидетельству и прославляли Бога, дабы молитва Христова о нас исполнилась. Да будут все едины, да уверует мир, что Ты послал меня. О, как приятно и радостно видеть стойкость и гармонию среди детей Божьих! Далее мы видим, что единство верующих зависит, пожалуй, больше всего от смирения. Разномыслие и разногласия происходят от того, что один считает себя лучше другого и этим пренебрегает брата, также омытого кровью Иисуса Христа. Но Слово Божие учит иначе. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя. Если бы поступили мы так, то действительно Господь был бы прославлен. Дальше апостол Павел пишет: не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. А Христос сказал: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Мы не ожидаем от мира исполнения этой заповеди, но Бог ожидает этого от своих искупленных детей, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Апостол Павел приводит им самый высший образец, самый высший пример смирения, чтобы побудить филиппийцев исправить замеченный им недостаток смирения. Он не порицает их строгими и суровыми словами, но с любовью приводит им в виде контраста живой пример смирения Иисуса Христа. Вот лучший пример, которому нам следует подражать. Пример сильнее слов. Христов пример разоблачает нашу гордость, которая является главной причиной отсутствия единства в наших средах. Я думаю, лучше всего прочитать это замечательное место из Слова Божьего, говорящее о смирении Иисуса Христа. Выслушайте внимательно, возлюбленные. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О, возлюбленный, ради нас, ради нашего спасения, Христос, Сын Божий, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Неужели мы не можем смириться как перед Богом, так и перед человеком, дабы имя Господне не хулилось? Пусть Господь нам в этом поможет. Но, дорогие, недостаточно только говорить о единстве или даже сознавать, что мы в нем нуждаемся, но нам нужно прилагать старание к единству. Да, нам нужно прилагать усилия к этому, но в то же время мы знаем, что сами мы не в состоянии этого сделать. Благодарение Богу, что через Его силу, действующую в нас, Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Итак, возлюбленные мои, говорит апостол Павел филиппийцам, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сами мы не можем, однако мы можем дать Богу полную свободу действий в нас, ибо Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Один известный проповедник рассказывал, как он однажды зашел в ювелирную, чтобы взять свои часы, которые он оставил для починки. У рабочего стола часовщика, которому он хотел засвидетельствовать о Христе, висела доска с целым рядом неисправных часов. «Чего недостает в этих часах?» — спросил проповедник. «Все неладно», — ответил он. «Некоторые засоренные, других нужно смазать, у некоторых стрелки поломаны, одни спешат, а другие отстают, а некоторые до того поломаны, что их нужно совсем переделывать». «Но почему их приносят к вам?» — спросил наш друг. «Почему они сами себя не починяют?» Часовщик посмотрел на своего клиента с удивлением, но все же ответил на кажущийся ему глупый вопрос. «Мой друг, они не могут сами себя починить. Для этого нужен специалист». Да, так оно и есть. Часы может починить только опытный часовщик, специалист, мастер. Насколько мы подобны часам? Бог сотворил человека совершенным, но грех загрязнил весь род человеческий, его весь механизм,
и теперь вся жизнь его сплошной обман. Некоторым нельзя доверяться. Иные всегда лгут, другие настолько не в порядке, что вообще перестали двигаться. И вся беда внутри в механизме. Внешний вид может быть очень хороший, даже позолоченный. Но это еще не говорит, что часы в порядке. Все мы нуждаемся в опытном мастере, который может привести наш механизм в порядок. Мы не в состоянии исправить самих себя, как бы мы ни старались. Чтобы это сделать, требуется специалист. Нас может починить только один, а это тот, который нас сотворил. Друг мой, если ты христианин, но поведение твое не всегда соответствует твоему названию, то дай Богу полную свободу произвести в тебе хотение и действие по Его благоволению. А если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то дай Ему, который умер за тебя и понес твой грех на Голгофский крест, сотворить в тебе новое сердце, новые желания, новую жизнь. Бог предлагает тебе новое сердце, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Да, мой друг, Господь вновь создаст разрушенное грехом, и ты прославишь своего Создателя и Спасителя. Пусть Господь сам тебе поможет всецело отдаться Ему. Аминь.